Друзья мои, всем привет! На моем канале вы можете найти несколько роликов и прямых эфиров об ангаре, совместных учениях и способах прохождения этого события. Все ссылки я оставлю в описании к этому видео. Напомню, что ангар и связанные с ним игровые события становятся постепенно доступны в Штатах старше 50 недель. Сегодня предлагаю кратко разобрать навыки, которые дает ангар. От того, какой именно навык выберет рейдер, лидер здания и вступающие, теперь зависит многое. Поэтому посмотрите этот ролик и обязательно поделитесь им с союзниками, если кто-то все еще не смог разобраться в этом вопросе. Учтите, что у вас есть только один штурмовик. Это значит, что только один ваш марш будет иметь определенный бонус от навыка и увеличение статистики здоровья и смертоносности каждого вида войск. По умолчанию штурмовик следует вместе с вашим первым отправленным маршем. Об этом важно помнить в случае, если вы отправляете подкрепление. Потому что если ваш марш самолетом уже крепит какого-то игрока во время битвы за Капитолий на СВС, то вы не сможете использовать его во время создания рейда или при вступлении в рейд. Нужно быть внимательными. Уточню, что я бы не отправлял самолет в подкрепление именно во время боя за столицу. Он принесет больше пользы в рейдах. Но в случаях, когда вы помогаете защитить ваш улей и ваших союзников, подкрепление, отправленное с воздушным судном, будет полезным. Итак, теперь подробно разберем таланты. Первый навык штурмовика – улучшение рейда. Данный навык повышает атаку в рейде при обороне строения или гарнизона на определенное количество процентов. Значение бонуса возрастает в зависимости от звездности вашего воздушного судна. На первом уровне плюс 2,5%, а на шестом плюс 6,24%. Во время сражений этот навык должен быть активен только у двух типов игроков в Союзе. Это рейдеры и те игроки, которые выступают лидерами строений в сражениях. Если этот навык будет у вступающих, то никакого эффекта он не даст. Остальные два навыка штурмовика актуальны именно для игроков, которые будут наполнять рейды. Важно, чтобы ваши вступающие в рейды игроки условно поделились на две команды. Первая команда будет со вторым навыком штурмовика, а вторая с третьим. Скоро расскажу почему. Второй талант штурмовика – тактические запасы. Данный бонус увеличивает атаку союзных отрядов при вступлении в рейды или же при обороне строения, если вы не являетесь лидером здания. Значение бонуса возрастает от 1% до 2,6%. Третий талант – защитная краска. Он работает следующим образом. При присоединении к рейду или гарнизону шанс тяжелого ранения союзных отрядов снижается на определенное количество процентов. Вместо этого войска получают легкое ранение. Значение бонуса возрастает с 2% до 5%. Напомню, что когда войска получают тяжелое ранение, то они отправляются в госпиталь. Если госпиталь переполнен, то в призывной пункт. Легко раненые войска автоматически восстанавливаются при возвращении в поселение. Таким образом, третий навык штурмовика снижает процент раненых в бою воинов. У созданного рейда теперь есть новая кнопка о таланте. Именно здесь можно увидеть, какие таланты от воздушных средств активны в рейде, а какие нет. Первое, что вы увидите, если ваш рейдер выбрал правильный навык штурмовика, это улучшение рейда. Затем тактические запасы. Обратите внимание, что только два таких таланта могут быть активны в одном рейде. Третий пункт – защитная краска. И максимальное возможное количество одновременно активных бонусов этого вида – 3. Все остальные бонусы, если они есть, будут отображены на соседней вкладке. То есть они не будут активны и не дадут никаких преимуществ. При нажатии на знак вопроса можно прочесть следующее. Чем выше уровень звездного судна, тем выше шанс активации таланта. То есть учитываются сначала таланты с наибольшим значением бонуса. Получаем, что для одного правильного рейда с учетом современных условий нам нужны игроки со следующими активными талантами штурмовика. Первая группа игроков – это лидер рейда и будущий лидер строения, у которых выбран первый талант. Если вы не играете через смену лидера здания, или же ваш соперник настолько близкий по силе, или открывает против вас так много рейдов, что вы в любом случае не можете победить при обороне, то вам нужен только рейдер с первым навыком штурмовика. Вторая группа игроков для одного рейда – два вступающих со вторым активным навыком штурмовика. Почему два?
потому что только 2 таких таланта могут быть одновременно активны в одном рейде. Третья группа — 3 игрока с третьим активным навыком «Защитная краска». Итого получаем, что в каждом рейде для максимальной пользы нам нужно иметь от 6 до 7 игроков с четким распределением талантов воздушного средства. Конечно, для организации такой слаженной работы всего Союза потребуется немного времени. Но я думаю, что для начала нужно добиться как минимум того, чтобы ни у одного вступающего в рейды игрока не было активного таланта улучшения рейда. В отчетах о сражениях в самом конце появятся дополнительные строки, которые отражают работу талантов штурмовика. Как я сказал ранее, у созданного рейда появляется кнопка о талантах. При обороне в строении, если войти внутрь, то также будет доступна эта кнопка. Соответственно, можно проверить всех игроков и, если что, попросить замену подкрепления. Для ловушки советчика все игроки должны использовать первый навык улучшения рейда и создавать рейд со штурмовиком. Не стоит забывать об этом, так как урон по советчику значительно возрастает. Кроме этого, помните, что как только вы заходите на поле боя совместных учений, то есть встречаетесь с Голгором, то ваши войска сразу же возвращаются домой. Поэтому никогда не начинайте проходить уровни ангара во время ловушки, если вы создали рейд и вступили в другие. То же самое касается и обычных рейдов на нечестивых, рейдов на бункерах, сбора плиток и так далее. В событии рейд на резервуар штурмовики работают, но с небольшими замечаниями, которые разработчики в скором времени устранят. На момент записи этого ролика на бета-войне Альянса бонусов от ангара никто не имеет. Талант штурмовика можно переключить в ангаре на главном экране в правом верхнем углу, или же непосредственно перед отправкой марша. Для этого в окне марша нажмите на воздушное средство, а затем на значок замены рядом с отображением навыка. Также именно в этом окне можно убрать штурмовик из марша, к примеру, чтобы отправить подкрепление, о чем я говорил ранее. Хочу обратить внимание на то, что сменить активный талант воздушного средства можно только тогда, когда оно находится в поселении. В завершении напомню, что синие пропуски E-Pass или ваучеры рейда нужны для автоматического прохождения уже пройденного ранее уровня. Пройти повторно можно уровни, которые подсвечены синим. Каждый день можно выполнить только одно повторное прохождение уровня с получением дополнительных наград. Мы все ждем групповые раунды сражений по выходным. На данный момент эта часть события находится в разработке. Будем вместе следить за новостями, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых роликов и стримов. Ставьте лайки и пишите комментарии. Берегите себя и не ошибайтесь при выборе таланта штурмовика. Всем пока!